Друзья мои, всем доброе утро, всем большой привет из Одессы. Сегодня у нас была очень такая бессонная ночь. Я проснулась от того, что мой ребенок закричал, и я услышала взрывы. В общем-то, это самое ужасное, что может случиться ночью. Вы знаете, днем так не воспринимается, как воспринимается ночью вся эта канонада. Ребенок прибежал ко мне, дрожит, я его прижала, успокаиваю, сердце у него колотится, прям ужас какой-то. Ой, я его вот еле-еле успокоила. Говорю, если ты уже услышал звук, это уже пролетело, не переживай. Ну, вот это из раза в раз одно и то же. Я как-то спокойнее, конечно, реагирую на подобные вещи. Ну, это случилось где-то часам к 2 ночи. Баллистика вроде как прилетела к нам в Одессу. Потом мы попытались уснуть, дождались отбоя, посидели в коридоре, попытались уснуть. Но в 4 утра, доброго ранку, полетели беспилотники. Это ужас. Сейчас хочу угостить яблочком своего попугайчика и своего мальтипу щеночка. Уже тут бегают вокруг меня. Ну, попугай нет, он сидит в клетке, а Жорик возле меня трется вот тут вот. Сейчас его угощу яблочком. Не только попугай, но и Жорик тоже хочет яблочко. Давай, кусочек откусывай. Все, кусочек маленький, больше не дам. Хорошо? Все, достаточно тебе. Все яблочко получили. Короче говоря, потом, после того, как успокоились, улеглись спать, заснули, опять начали стрелять, началась какая-то возня за окном. Шахеды, беспилотники. Думаю, Господи, Господи, что это за ночь такая? В общем, сна не было как такового. Ну, надеюсь, что, может, сегодня выспимся. Но я так и знала, что в преддверии Нового года, кстати, всех с наступающими новогодними праздниками, а нам спокойно жить не дадут. Естественно. Ой, девочки, ой, мальчики, девочки, это я батареи, радиаторы щупаю. Они сегодня с утра стали прохладными, начала читать чаты, пишут, что нашу котельню по техническим причинам выключили. Я уже расстроилась. Думаю, так дома 21 градус, это немного. За пару дней немножко так нагрелись стены наши. Думаю, выключили. На улице 0 выключили. Но сейчас в Одессе 5 градусов, тепло. Так, с утра что у меня было на завтрак? Хочу спросить, что у вас было на завтрак? А у меня сегодня мы с сыном, с младшим, вот такое ели. Я у него спросила, говорю, ты такое будешь? Он говорит, а что это? Он вообще не любит такую стряпню. Я говорю, давай я сварю тебе мелкую вермишель, паутинку, добавлю туда творожок и медик. Но ему не понравилось. Он прямо ела, говорит, сначала говорит, ну вроде ничего, а потом взбунтовался. Я говорю, я тебе предлагала омлет, не захотел. Говорю, предлагала тебе овсяную кашу, хочешь манную, хочешь гречневую на молоке. У нас большой выбор. В итоге он заинтересовался, что это за мама блюдо, хочет ему. Я говорю, ну в детстве так ели. Макароны, туда творог, сыр. И, короче, сахар мы сыпали. Я предложила мед. А-ля ленивые вареники, получается. Но ему не понравилось, говорит, больше мне такое не делай. Я говорю, поняла. Так, все, сейчас, короче говоря, буду приходить в себя. Кофе уже попила, все нормально. Жорка тоже не выспался сегодня. Он такой прям, ну он догонится за день. А у меня куча дел, потому что подготовка к Новому году, ребята, ну вообще, вот конкретно сегодня прям вот никакого даже желания праздников нет. Да у нас, в принципе, и будние дни. Сейчас как бы никто не будет уходить на выходные. Ну, кто как себе сам решит. Администрация каждого предприятия сама решает. Но, по-моему,
Вот у мужа у моего, он еще даже не знает. Вот сегодня 30 число, но вроде как 31 короткий день, а 1 может, сделают им выходной. Не знаю. Но обещал, что, может быть, будет дома. Я сейчас пойду куплю на парочку салатов ингредиенты. Я все никак не дойду за этими ингредиентами. Ну, надо горошек. Я хочу верес купить фирму. Горошек, кукурузу. Буряк у меня закончился. Свекла на шубу. Так на шубу все есть, нету свеклы. Бурячок надо прикупить. Так, что еще мне надо? Какую-то нарезочку, колбаску. Докторскую на оливье обязательно, обязательно. Огурцы у меня есть. Я в этом году делала баночек 10 литровых с крышкой такой закручивающейся. Я делала огурцы вот эти с кетчупом. Очень классные, мне нравятся. Не стала я малосолить. Вот это вот, знаете, рецепт, когда огурцы заливаешь, там соль, они стоят 3 дня, а потом их там кипятишь, все это делаешь, заливаешь 2 раза водой горячей, потом 3-й раз кипящим рассолом, закрываешь, укутываешь, и потом такие получаются вкусненькие. Я не стала в этом году делать. В прошлом году как-то они плохо у нас шли, больше шли у нас бочковые с рынка. Так что вот так, друзья мои. Ну, сейчас посмотрю новости. Надеюсь, ничего страшного не произошло за ночь. Свет есть, вода есть, отопление появилось. Но они там буквально на полчасика оставали, батареи. Они и сейчас такие ледовые, знаете, чуть теплые. Ну, хоть не холодные, уже хорошо. Так что с наступающими вас праздниками. Ребята, таки снег пошел, пролетает. Я думаю, что такое, что так похолодало. Пролетает снежочек. Так что вот так. Я иду. Хочу на холодец что-то взять. Сварю. Забегу в мясной. План у меня, ребята, такой. Забежать в мясной, взять бедро индюка. И если будут куриные лапки, я очень люблю холодец. Такой, знаете, легенький, на куриных лапках с грудинкой. Не люблю я такой холодец, который на голяшке такой серьезный. Но если они будут, конечно, надо 2 килограмма на 2 литра воды. И еще я хочу купить овощи. Ну, на селедку под шубой, свеклу. И я хочу взять 2 вида капусты. Мне надо... хочу попробовать... Не попробовать, я уже пробовала. В общем, сделать ферментированные овощи. Цветную капусту, перец болгарский и морковочку. Не было лапок, ребята. Так что я, наверное, останусь без своего любимого холодчика. Но я сейчас пойду, посмотрю в корпусе мясном. Может, там есть. Все мигает, все горит. Короче, пойду сейчас куплю. Спрошу, есть ли. Если нету, значит все. Но с пульки я не хочу, конечно. Ни в коем случае. Нету и здесь лапок. Короче, я, скорее всего, останусь на Новый год без холодца. А я уже его сделаю, скорее всего, сделаю его уже на Рождество. Просто с пульки я не хочу. С пульки для меня сильно жирный. Я не люблю с пульки. Все-таки свинина, курочка полегче. Людей прилично сегодня. Сейчас еще в очередной точке спрошу, но вряд ли. Я таки купила рульку. Дядька мне умовив. Така гарна домашняя рулечка. Немножко уступил. Все рассказал, как варить. Короче. Что-то нигде не могу найти цветную капусту. Вот так вот. Вспомнила про нее. Может, в супермаркете есть, а здесь нету, мам. Так, ребята, я домой пришла, помыла.
рульку на час, даже не на час, на 2 часа надо замочить в водичке. Я хорошо промыла, и вот надо, чтобы она часа 1,5 часа постояла в водичке замочена. А я тем временем отправляюсь дальше в магазин за покупками. Но цветной я так и не нашла. Так хотела сферментировать в рассоле. Ну, посмотрим, может, есть в супермаркете. Ребят, я переоделась, немножко полегче одела курточку и шапку полегче, потому что я просто спарилась. Слушайте, вот что было раньше, не купить, да, вот эти все горошки, кукурузу, чтобы оно стояло. Вот надо именно сейчас бегать. Ребят, все со списками, все в суете, а я свой список где-то потерял. Сейчас буду вспоминать, что там я должна, на какой салат, что купить. Капец. Ёлочки. Встретила хорошую знакомую, поздравили друг друга с наступающим. Я говорю, главное, чтобы свет был. А то будет нам и холодец, и не только холодец. Но если что, пойду к старшему сыну, у него там газ. Буду доваривать на газовой плите. Короче, какой-то капец. Этот капец может случиться в любой момент, понимаете? Такая наша жизнь. Оказывается, повітряна тривога. Я думаю, что такая тишина. Да. Даже не знаю. Продолжать покупать или идти. Что делать? Так, где эти все горошки? Вот это вот кукурузу возьму. Вот этот вот горошек. Я не взвесила капусту. Пришлось пришлось на кассе все оставить, потому что я, короче, солоха. Пока я была в магазине, наверное, раз 6 туда-сюда. Включали тревогу, выключали тревогу. Такое было ощущение, что что-то заглючило в системе оповещения. Ребята, еду в старом лифте, у нас их 2. Короче, забыла чек. Там прямо в автомате самообслуживания. В кассе самообслуживания. Представляете? Думаю, насколько же я скупилась, кто его знает. Холодец варится, овощи на шубу варятся. Здесь закипает литр воды с ложкой столовой соли. Здесь я режу себе сейчас на обед салат. И сейчас я помыла, почистила все. Буду нарезать в баночку, складывать слоями. Морковочку кружочками, перец соломкой. Морковку можно и на терку. И разберу на соцветие цветную капусту. И буду закладывать слоями в баночку. Потом остужу рассол и залью. На 2 дня в кухне на столе. Потом в холодильник на дальнейшую ферментацию. Вот такие вот ферментированные овощи. Мне вот этот вот состав больше всего нравится. Когда цветная капуста, девочки, еле нашла ее в Таврии, на рынке у нас нет. Когда перец, когда морковка, когда цветная капуста. И получается очень вкусно, но на 2-й день, когда на столе на кухне, надо шпажкой немножечко выпустить воздушек. Смачно. Вот так красивенько получается. Я режу такими вот, видите, секторами и укладываю. Сейчас рассол остынет, залью. Ребят, ну как-то так. Залила рассольчиком. Немножечко его не хватило, я добавила водички. Надо было вот на этот литраж чуть-чуть, вот буквально на грамм 10 больше воды, чем я приготовила. Ну, в принципе, вот так. Оставляю на столе на 2 суток. Когда увижу процесс брожения, буду шпажечкой аккуратненько выпускать газы. Вот этого я больше всего боялась. Успела только на шубу сварить, поставила на оливье.
теперь придется доваривать на таганочке. Ну и холодец, его величество. Только 2,5 часа покипел. Сейчас буду ставить на баллончик. Остались мы без света. Да, Жорка, доедай свой корм, доедай. То, что я боялась, то и случилось. Аварийное освещение работает. Надо включить. Не, пока не буду инвертор включать. Пускай немножечко. Холодильник еще нормальный там. Что ты? Я тебе дала корм. Вот, вот. Давай. Ты такой не хочешь? А какой ты хочешь? На. Чпок. Не? Ты такой не хочешь? Другой тебе давать? Ты еще мне нервы мотаешь. Ты 100. Ты 100. Ешь давай. Ешь этот. Тот не дам. Ешь этот. Скажи, дай мне из холодца мясо. Шли последние дни и часы старого 2025 года. Холодец так и не сварился, но бульон обалденный. Жорка тоже просит, но его не дам, конечно же. Всем всего самого наилучшего и, главного, мирного неба.